Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики канала. Спасибо вам большое за то, что следите за всеми событиями вместе с моими экспертами, которые очень разные позиции высказывают и отношение к происходящему. Сейчас есть возможность послушать политического эксперта, политолога с именем Вадим Карастев со мной на связи. Да, здравствуйте, мое имя Вадим, да. Да, Вадим Юрьевич, исторические события происходят. Китай, Соединенные Штаты Америки, Байден, Си, рукопожатие, приподнятое настроение и очень интереснейший для анализа и разбора совместный текст совместного заявления. Что самое главное выделили бы вы? Ну, самое главное, что вот такая встреча, которая интерес, конечно, затмит все остальное, саммит Большой Двадцатки. Так, они друг друга нуждаются. Байден нуждается сейчас в том, чтобы, скажем так, умиротворить Китай. Китай нуждается в том, чтобы умиротворить США, потому что в штопоре эскалации или даже вообще в эскалации, так, тем более, которая может соскочить в штопор, пока из них никто не хотел бы, так, и хотят избежать вот этой эскалации между двумя, ну, фактически сверхдержавами. Не случайно, смотрите, Си Цзиньпин на 20-м съезде, тоже историческом съезде Компартии Китая, говорил о биполярном мире. Так? Все-таки рассчитывая на то, что, понятно, вторым полюсом здесь может быть Китай. Не многополярный мир, а биполярный. Что характерно, не повторяет или не напоминает российский дискурс или дискурс других больших держав, не западного мира, а многополярном мире. Вот именно о двухполярном мире. Понятно, что американцы не говорят о двухполярном мире, они все-таки борются сейчас за сохранение однополярного мира, за гегемонию западного мира и западного блока государств. Но, тем не менее, по многим, скажем так, причинам вынуждены тоже подключиться к этой игре в биполярность. Понятно, не всех это устраивает. Индию, например. Так, ряд других государств, которые либо претендуют на статус великой державы и на великодержавное соперничество, либо еще как-то. Но, тем не менее, вот встреча 3 часа, и она действительно достаточно такая, скажем, ключевое событие саммита Большой Двадцатки, хотя, понятно, Большая Двадцатка не сводится к какому-то новому, наверное, пока, хотя бы и временному переизданию Кимерики. Вот когда-то говорили 10 назад так, о мире Кимерики, Китая и Америки. Ну, вот та идея Киссинджера, она как бы получала новое дыхание. Является ли это подтверждением нового издания или переиздания на длительный период Кимерики? Ну, боже мой. Сейчас, секунду. Так, это, скорее всего, нет, но, тем не менее, вот в таком ключе двигается ситуация. Ну вот, что еще здесь можно сказать? Понятно, что коммюнике не, или там как бы резолюция, или что там у них они выпустили, так, или совместный Общее релиз. заявление, да. Общее заявление, да, там много, скажем, каких-то красивых слов, правильных слов. Но я хочу только вот слишком оптимистичному взгляду на вот эту встречу Си и Байдена добавить, хорошей такой ложки дегтя, так, в эту бочку оптимизма. Но ведь встреча в Женеве Путина и Байдена, тоже вроде бы была такой и сенсационной. Помните, как штурмом брали здание или помещение, где должны были быть переговоры между Байденом и Си, в таком же составе, как бы Блинкен, Салливан с американской стороны, с российской стороны, там Лавров, Путин. Вот. И как тоже прошло это в такой доброжелательной атмосфере.
Но и сколько было сказано правильных и нужных слов, и говорили о новом духе отношений, и о разрядке, и дух Женевы, который вот откроет путь к разрядке напряженности, и к решению там ситуации на Донбассе, конфликта на Донбассе, реализации Минских соглашений и так далее. Но что за кулисами, точнее так, что было или скрывалось за дежурными улыбками, рукопожатиями, правильными словами, в том числе и на пресс-конференции Путина и Байдена. А то, что Байден понял, что все, наверное, движется к войне, поэтому начали подготовку к выводу американских войск из Афганистана, понимая, что на два фронта, украинском и афганском, будет тяжело выдержать. Ну, а Путин убедился в том, что или подумал так, что Байден не Трамп, Байден слабее и будет действовать, ну, скажем так, более конвенционально в случае вторжения Российской Федерации в Украину. Ну, в общем, казалось бы, вот все хорошо, дух Женевы, миру мир, красные линии. Поговорили о красных линиях, договорились их не переступать. Ну и началась летняя подготовка к уже зимнему вторжению, где мы помним, в конце августа, начало сентября вывод американских войск из Афганистана, как это делалось в спешке, часто и не практически не подготовлено, нужно было срочно это делать, быстро это делать. Ну а год закончился 17 декабря так называемым ультиматумом Путина западным странам о возвращении военной инфраструктуры НАТО на границе 1994 года в Европе. Так что я бы вот за всем этим, точнее так, во многом соглашаясь с теми, кто говорят о том, что все-таки здесь американцы с китайцами где-то поговорили конструктивно, и, как сказал Байден, поговорили и договорились не переходить красные линии, не забывал бы и вот эту историю с красными линиями между США и Российской Федерацией в июне, если не ошибаюсь, 24 июня 2021 года в Женеве. Да, очень показательная, интересная параллель. Вадим Юрьевич, но ведь не, скажем так, Байденом и Си едиными. Неожиданно прозвучала новость о том, что Нарышкин с американскими коллегами встречается под таким, знаете, ореолом таинственности в Турции. Только позже мы какие-то подробности узнали, что да, был Нарышкин, был Бёрнс, говорили о ядерной угрозе, говорили о контактах. И вроде бы как об Украине не говорили. Но мы же понимаем, что все в уме из этих говорящих держали в уме держали именно Украину и украинскую войну. Что это был за контакт такой? Насколько это такой компенсаторная история? Мол, Путин не поехал туда, вот с американцами, понятно, Байден с Путиным не встречается. А вот здесь, на этом уровне, очень с ограниченной публичностью происходят такие контакты. Ну, это профильные такие треки, да, каждый по своей линии. Ну, например, там Салливан, Патрушев и Ушаков. Были контакты. Вот контакты по линии внешней разведки. Ну, ЦРУ, Бёрнс. Это внешняя разведка. Нарышкин, Нарышкинские, Шуйские, Романовы. Вот, это тоже внешняя разведка. Вот. Но надо учесть, что и Бёрнс, и Нарышкин, они же не чистые такие разведчики, они политики. Нарышкин был председателем Госдумы, человек, входящий в ближнее окружение Путина. Бёрнс был послом в США, в Российской Федерации. По-моему, даже в 2008 году, когда была российско-грузинская война. Но считается одним из лучших специалистов по России. Ну, в широком смысле слова России, как они, российские исследования или славянские исследования. Славянистика на Западе, в западных университетах, американских университетах, славяноведение. Так, конечно, тоже хорошо Украина, в теме украинской. И, кстати говоря, первый, кто
понял, что войны не избежать, и с предупреждениями Путину выступил Бернс, он был в Москве где-то в октябре месяце, год назад, так, и понял, к чему идет, попросил хоть по телефону поговорить с Путиным, Путин его не принимал, ну и вот он высказал вот такие, как бы, ну, во-первых, убедился в том, что дело, возможно, идет к этому, так, а во-вторых, ну, выступил вот как, насколько мог, насколько у меня были полномочия с некоторыми предупреждениями по поводу возможной военной агрессии России в Украину. О чем говорили? Ну, профильные, так, я сказал, профильные треки. Если проблема там безопасности, она, конечно, вот по линии Салливана, то Бернс, опять-таки, тоже проблемы, наверное, ну, связанные с разведданными разного рода, которые стекаются в ЦРУ. Ну, кроты же есть. Везде кроты. Куда ни кинь, ни плюнь. Там крот, там крот. Я думаю, что все-таки у ЦРУ больше кротов в России, чем у России кротов или агентов в Америке. Поэтому, наверное, есть данные, вот они, эти данные можно оперировать и все-таки в таком диалоге профессионалов, разведчиков, подчеркну, с политическим бэкграундом или дипломатическим бэкграундом, ну, люди широкого такого политического кругозора, ну, понятно, наверное, с директивами определенными, вот должны были обсудить. Я думаю, что прямую они Украину не обсуждали. Это, ну, не та компетенция и нет такого мандата вот, от своего руководства. Но косвенно, да, потому что проблема возможного применения ядерного оружия, ну, она может косвенно касаться Украины. Но насколько я понял уже или увидел вот последняя так, информация об этой встрече, то там речь шла о стратегической стабильности. А, видимо, разведка докладывает о состоянии там, ядерных запасов или там, ядерных установок на территориях. Мониторинг об этих состояниях, которым межконтинентальные, например, баллистические ракеты. Речь шла об, мы знаем, раньше немножко, недели 2 назад, первые были контакты официальные представителей по стратегической, то есть ядерной стабильности и о подготовке СНВ-3. Договора о стратегических наступательных вооружениях, это касается межконтинентальных баллистических ракет, это касается, ну, скажем так, применения ядерного оружия, но уже не столько на театре военных действий в Украине, сколько, ну, в отношениях между вот, Украиной, между Россией и США. Ну и последняя вот эта тема ядерного оружия, так, она сейчас не только, вот, ну, скажем, щупается, зондируется, делаются разного рода намеки и предупреждения без всяких намеков о том, чтобы оставили мысль, даже мысль о возможном применении ядерного оружия. Так, она связана еще с тем, что Запад сегодня фактически вот в условиях войны, которая сегодня ведется так, на театре военных действий в Украине, Запад пытается де-факто провести денуклеаризацию военных действий, то есть вывести ядерный фактор из войны, потому что постоянное присутствие в войне ядерного фактора, ну, делает ситуацию достаточно опасной и непредсказуемой. Ну, как я просто поясню, как в свое время вот было такое оружие массового поражения химическое. Во Второй мировой войне оно не было применено, хотя у Гитлера были запасы. Но в Первую мировую войну химическое оружие применялось, во Вторую мировую войну нет. Вот поскольку была такая конвенция, не трогать, не задействовать его. И вот сегодня все идет к тому, чтобы ядерный фактор, где Россия сильна, между прочим, где она является основным конкурентом Соединенных Штатов Америки по количеству ядерных боезарядов и ядерных боеголовок. Вот сейчас вывести это и тем самым ослабить возможность России компенсировать свою обычную конвенциональную военную слабость ядерным оружием. Для этого, скажем так, нужно постоянно давить, предупреждать,
чем может обернуться вся эта ситуация и для России, и для всего мира. Ну и, во-вторых, в какой-то мере устрашать, но не ядерным оружием, а новыми, высокотехнологичными, новым, конвенциональным, но высокотехнологичным оружием. Поскольку сейчас в рамках революции, так называемой РВД, революция в военном деле, создаются такие высокоточные, но не ядерные, а конвенциональные способы ведения войны, ну, например, тоже гиперзвук, например, где нет ядерной боеголовки, нету, но достаточно серьезная мощь, поражающая мощь. Вот таким образом перевести, вот используя военную слабость России и используя, скажем так, сам факт войны, фактор войны в Украине, перевести, скажем, весь военную идеологию современную, вывести из ядерного фактора, из ядерного контекста и фактически перевести это в безъядерную эпоху. Создать условия для безъядерной военной идеологии. Ну, смотрите, где ядерный фактор условия просто это хорошо. он присутствует, но он бесполезен. Условия Ядерное это оружие хорошо. есть, но оно бесполезно. Ну, погодите, не устрашением единым. Так. Тут мы слышим из Соединенных Штатов Америки, что определенные компании выводят из-под ограничений санкционных российские. Тут мы видим какие-то вот танцы вокруг там определенных групп, да, там металлургов и прочего. Тут, понятное дело, зерновые договоренности. Ощущение складывается, что Штаты решили не только, как говорится, кнутом и дубиной, но и пряником. Так, пряником, медовиком, так. Ну, давайте тогда, ощущения могут складываться, так, тем более, что, как учил нас один человек когда-то в работе, так, по эмпириокритицизму. Материя – это реальность, данная нам в ощущениях. Так что же мы ощущаем? Ну, знаете, тут мы ощущать можем разное. Ну, во-первых, это может быть выведение отдельных санкций по отдельным, скажем так, олигархическим группам промышленным российским. Так, потому что, ну, например, по отношению к Абрамовичу несколько мягкая позиция западных санкций, нежели по отношению к другим российским олигархам. Например, там Абрамов есть еще такой, Евраз, так, металлургическая группа, или Мордашов. Там более серьезные, скажем так. Вот это первое. Для того, чтобы, ну, где-то послаблять, где-то, наоборот, показывать, что возможно договориться с некоторыми олигархами, которые, ну, близки к политическим элитам. Понятно для чего? Для того, чтобы показать, какие возможны варианты, чтобы не загонять их, скажем так, в угол и не стимулировать, объединиться, консолидироваться вокруг властного центра. Вот. Второй момент, да, действительно, это может быть связано вот с теми компромиссами, которые там по зерновой сделке. Тем более накануне 18 ноября, когда, это у нас пятница, так надо будет продолжать зерновую сделку. Вот Россия, она может продолжать, может опять там где-то ломаться, так, повыделываться. Но вот уже тоже сигналы идут, что возможны какие-то взаимообмены. В-третьих, ну, говорят сейчас все больше и больше говорят о переговорах, о мире. Ну, говорят пока, так? Но это тоже, как говорил когда-то известный литературовед, постмарксист, очень известный Михаил Лившиц, слова приходят и уходят, но остается атмосфера. Ну, или там Шекспир, слова, но тем не менее в политике слова много значат. И со слов начинается какое-то с лингвистической артикуляции, там пресс-релиза, вербального оформления, ну, начинается какое-то уже конкретное политическое движение, какие-то политические действия. Вот. Поэтому слова о мире, перемирии, о переговорах и так далее, они, понятно, еще не означают реальность переговоров, то есть материю, данную нам в ощущениях, да? Но, тем не менее, вот что-то в воздухе, так, что-то в повитрии, что-то начинает меняться, хотя, еще раз говорю, до переговоров еще ну, надо будет повоевать, о чем, кстати говоря, сегодня и предупреждал или подтверждал генсек НАТО Столтенберг. Сказал, что еще надо на поле боя, еще рано говорить непосредственно о переговорах, потому что
еще на поле боя до конца ничего не понятно. Ну, согласен, потому что если вот провести параллель с Минском-2, когда Порошенко посадили за стол в Минске, так, дипломатически, ну, условный стол, там, неважно, как это было, и было подписан Минск-2. Причем Порошенко, кстати говоря, не подписывал ничего. Но, тем не менее, тогда шло наступление так называемых шахтеров и трактористов при поддержке вооруженных сил Российской Федерации на Дебальцево. И там, ну, в общем-то, намечался разгром или очередной котел дебальцевский, как минимум. Вот, поэтому Порошенко не было, скажем так, маневра для того, чтобы соскочить с этой иглы переговоров, так, или с дипломатической иглы. Вот. А сейчас у Зеленского нет такой необходимости. Херсон наш взят. Так, сейчас, наверное, будет формироваться ударная группировка на Запорожско-Мелитопольском направлении, туда, так, на Мелитополь. Вот. Поэтому, думаю, еще месяц, так, или, может быть, недели 3, для того, чтобы все-таки стало окончательно ясно, хотя бы, первое, насколько можно дальше продолжать наступление, раз военная удача сейчас на стороне Украины и успех военный. Это раз. А во-вторых, даже если не все получится, то для переговоров нужна лучшая переговорная позиция. Чем больше территория будет отвоевана Украины, тем лучше для переговоров. Так что вот так бы я ответил на ваше замечание, на ваше уточнение. Да, Вадим Юрьевич, Зеленский в Херсоне это очень показательно, что ли, потому что он и в Изюме был, один из первых, фактически первым. Здесь он первым приехал в Херсон из политиков там высшего уровня. Это, наверное, логично. Но произошел конфликт с прессой западной. Аккредитацию из-за сюжетов сняли с определенных телеканалов. И это все на фоне вот этих фотографий Associated Press, которые фотографируют людей с завязанными руками к столбу, скажем так, привязанными, на фоне плакатов о Херсоне, российском городе. Вот люди смотрят с презрением на этих привязанных, и рядом военные украинские, которые как бы там обеспечивают вот эту стабилизацию, то есть, скажем так, которые обеспечивают закон и порядок вот в первые, особенно до тех моментов, до тех пор, пока не зайдет полиция и другие силовые структуры. Фото разлетелось резонанснейшее. Как вы думаете, вот почему Зеленский поехал так быстро? И что произошло с западными журналистами, с этим мнением, которое они формируют вокруг возвращения Херсона домой? Что поехал? Для того, чтобы политически зафиксировать победу. Да, она не окончательная, не полная, но достаточно весомая и перспективная, потому что все областные центры Украины, которые были... Это единственный центр областной, который был оккупирован после 24 февраля. Вот он сегодня возвратился в Украину. Его освободили, поэтому важно политическую победу вселять, уверенность, как бы ее фиксация идет. Именно не военная, а политическая победа. Это очень важно. Поэтому политиков своя, скажем так, миссия и свои задачи. Что касается вот этой всей истории с западными медиа, я бы так сказал, что конфликта там нет, недоразумения есть. Наверное, я думаю, что сейчас там Лубенец, омбудсмен, так обратился к министру обороны для того, чтобы вот этот прокол, я бы сказал, косяк, связанный с коммуникацией между прессой и вооруженными силами, военной группировкой «Юг», он был исчерпан. Я думаю, что это, скажем так, не стоит того, чтобы тут пространно об этом говорить. Насколько я знаю, просто было предупреждение всем медиа и Запад, пока воздержаться
удержаться от таких репортажей. Многие это выполнили, так, причем западные медиа. Ну вот CNN, по-моему, и Sky News, они не выполнили. Что, кстати говоря, и у их партнеров и коллег из других западных медиа тоже вызывает недоумение, потому что почему они выполнили рекомендацию коммуникативных властей военной группировки, а другие, захотели получить какой-то эксклюзив и на этом получить, скажем, какой-нибудь временный хайп. Поэтому я бы ответил, что тут конфликта нет, есть недоразумение, думаю, недоразумение это будет улажено. И оно уже сейчас с помощью, скажем так, и Минобороны, и Генштаба, и омбудсмена по правам человека, оно уже становится и будет в ближайшем времени урегулировано. Так, а что с коллаборационистами? Потому что, Вадим Юрьевич, это очень интересный момент. То есть эвакуировали достаточно долго, людей, кто хочет в Россию, пожалуйста, на другой берег. Эвакуировали добровольно, потом добровольно-принудительно, потом принудительно. И все равно мы видим в городе Херсоне привязанных за руки людей. Как навести порядок? Что это за... Навести порядок нужны стабилизационные мероприятия. Туда должны зайти полиция и компетентные службы. Потому что армия не занимается этим. Поэтому вы сказали, что там стоят армейцы, да, или военный стоял, да, и наблюдал за этим. Но это уже такие самосуды, это уже начинается, самодеятельность такая. Ее не должно быть. Должно все быть по закону, есть закон о коллаборационизме, так, и там четкие есть критерии. Должны быть расследования, что, как, где, потому что у каждого, если каждый человек будет определять, кто такой, обычный гражданин, кто такой коллаборант, а кто нет, то это вкусовщина. И я не думаю, что те, которые, там в первых рядах или там пытались первыми этих людей скотчем так обмотать, они разбираются в этом законе. Так, это вкусовщина, там кто-то где-то что-то видит. Вот для этого нужны стабилизационные мероприятия, для этого должны быть, люди с пониманием отнеслись к этому. И дальше компетентные службы работают, органы и компетентные органы службы. Нацполиция, СБУ, кто там дальше и по списку. Потому что это не компетенция военных. Военных компетенция воевать, освобождать, стрелять и так далее, а не наводить порядок. Единственное, что я хочу, чтобы это все было, это такая правовая неопределенность и процесс стабилизации, как он называется, был не затянут. Он был достаточно быстро пройден и восстановлен конституционный порядок. Права человека должны быть соблюдены, права граждан должны быть соблюдены, законы должны работать. Есть закон, значит, надо критерии в закон, критерии коллаборантов, они выписаны. Там четкие есть признаки, понятия и так далее. В общем, специалисты, юристы, потому что и в национальной полиции, и в соответствующих службах компетентных работают люди с юридическим образованием. На то они и компетентные службы, мы так говорим. Потому что у них есть для этого и компетентность, и соответствующие компетенции. Вадим Юрьевич, как изменит Херсон, переброска на другой берег, освобождение вооруженными силами Украины Херсона, вообще характер войны в дальнейшем? Что я имею в виду? Многие сейчас высказались на тему того, что хаймарсы будут доставать до перешейка Крымского, и это, действительно как-то закупоривает в определенной мере большую войну именно в том направлении, потому что грузы тяжело перебрасывать, базы, склады, это все вроде бы как под обстрелом, под прицелом ВСУ, поэтому непосредственно активные боевые действия должны сместиться туда, восточнее. Восточнее туда, это выше вами упомянутое запорожское направление, и Донбасс, с которого сейчас приходят новости. Сложно, проверяется, нужно ждать, конечно, несколько дней, пока Генштаб украинский это подтвердит. Но заявляют, что там Павловку взяли, Майорск взяли войска Российской Федерации. И понятно, что это все линия фронта дышит. Но а если магистрально и глобально?
То есть Путин сейчас будет концентрироваться на Донбассе. Ну, так и есть. Поэтому они и Павловку, эту, сколько, Майорск уже, сколько они его уже берут. Там Майорск уже переходил несколько раз из рук в руки. Так, еще летом, по-моему, там первый раз зашли войска ДНР. Вот. А сейчас они еще, я читаю, боже мой, так это же было еще летом. Так, да. Дальше по Павловке тоже, пока они не вышли на Угледар, то Павловка это может быть и огневой мешок, котел, потому что она простреливается, она же внизу, поэтому пока она ничего не дает, и то, сколько они эту Павловку уже берут. Причем там же собраны лучшие, как бы, условно говоря, технически подготовленные, лучше подготовленные, там, Вагнер, ЧВК и такие отборные более-менее части. Вот. Но в принципе понятно. Как бы Суровикину говорил Путина, а Суровикин любимый генерал Путина. Так, Путин ему доверяет еще с сирийской кампании. Говорил, что он выведет войска из Херсона, перебросит их на Донбасс, поэтому Херсон не нужен на правом берегу. Левый берег готовится такая эшелонированная оборона. Вот, защита. Вот такая же защита может быть выстроена и по Мелитополю. Вокруг Мелитополя там сейчас укрепления строят. Так? Вот. И вот эти освободившиеся войска, высвобожденные силы, они будут переброшены на Донбасс, и там будут основной, скажем так, усилия основные, потому что все понимают, даже Байден сегодня сказал, вот, не в том смысле, что он не понимает, а просто, как бы оперативная информация, так, оперативная все-таки ситуация. На таком уровне заявлено, что, как сказал Байден, зимой интенсивность военных действий будет намного снижена. Так, потому что будут, скажем, меньше стрелять. А возможно даже, может, не подпишут какое-то перемирие, точнее так, соглашение о прекращение огня, да. Прекращение огня, да. И все. Значит, скорее так вот, они на Донбассе попробуют, мы по Запорожью попробуем. А дальше будет все понятно, что у них получится перед зимой, перед зимним периодом уже, когда зима наступит, да? Не только календарная, но и климатическая. Да? И что у нас будет? Так, сколько мы отвоюем, готовы мы ли дальше воевать? И третий главный момент, будут ли нам давать технику для наступления дальнейшего? Например, там, на Бердянск, например, так? Или выйти на Мариуполь. Вот. Но я, судя по тому, вот как я вижу эту ситуацию, ДНР и ЛНР, не попытаются все взять. Мариуполь они будут защищать до конца, не уйдут. Так, тем более, что это территория ДНР, хотя это Азовское море. Так. Но будет борьба идти за то, сохранят ли они полоску небольшую, сухопутную Азовского моря на Крым, Херсонская область на Крым. Сколько нам удастся ее завоевать или завоевать весь сухопутный коридор. Вот. В принципе, это все для переговоров. А Крым, тут уже все. Я думаю, что когда вот это сообщение было, что Салливан в Киеве предлагал нашему руководству подумать о более реалистичных позициях на переговоры, а стало быть и окончание военных действий, то речь шла о Крыме прежде всего. Цель эту как бы военного освобождения Крыма, пока, скажем так, отложить, вывести за скобки. Кстати, я сегодня видел сообщение Резникова, так, из интервью министра обороны. Вот, с такой небольшой фрагмент, где он говорит о том, что нам не надо военным путем освобождать Крым. Крым и так вернется в Украину в силу внутреннего кризиса в самой России. Вот сама Россия будет слабеть, там, ослабляться, распадаться, деморализовываться и так далее. Вот Крым и сам вернется. Это значит, что цель военного освобождения Крыма или военного решения деоккупации Крыма, она сегодня пересматривается, в том числе и после парад
советов наших западных партнеров. Значит, вот, я не знаю, полоска получится все-таки у нас забрать выход к Азовскому морю, но, во всяком случае, цель такую надо ставить. Хватит ли у нас сил? Главный Запад поможет нам наступательной техникой. Ну, танки, например, нужны. Нужны танки, боеприпасы нужны. А сейчас их меньше становится. Меньше. Надо тоже понять. Сейчас больше, вот последние помощи военные, они все больше ПВО касаются. ПВОшные. Ну, понятно, почему? Потому что война может быть заморожена, военные действия, точнее, заморожены быть. Наземные военные действия. Тут можно говорить о том, что Россия наземную войну, эту, как регулярную войну армии, не выдерживает, не выиграла, проигрывает, вынуждена отступить. Так? Но сейчас план россиян какой? Выстроить, скажем так, линию соприкосновения или линию фронта по водному рубежу, как раньше делалось, по водным артериям, так или нет? По Днепру. Выйти с правого берега и копаться на левом берегу. Вот их задача. Ну, а там Донбасс, Луганский, да, и Донбасс. Ну, Донбасс. Да. Вот. И таким образом на этом, а дальше уже прекращение огня, и уже как-то начинаются какие-то переговоры и так далее. Ну, например, если там переговоры вести. Для чего им нужен сухопутный коридор на Крым? Вода. Но, в принципе, если мы гарантируем воду в Крым, в условиях, на какой-то, новые какие-то там переговоры, так, какие-то договоренности, значит, тогда они могут и отдать, если будут гарантии того. Но вот по Мариуполю не знаю, скорее всего, не дадут. Но это уже следующий такт, это следующая итерация, там, следующий этап. Но сейчас вот решающие военные действия, наши, я уже сказал, Запорожье, их это Донбасс, а потом вот как-то линия фронта, она и застынет. На какое время, не знаю. На какое время, не знаю, и вообще застынет ли она, или эту линию фронта как-то обменяют на мирные договоренности. Ну, условно говоря, как там говорили в арабо-израильском или израильско-палестинском конфликте, там процесс мирный в Осло, потом Кэмп-Дэвиде, или сначала Кэмп-Дэвид, а потом уже Осло в 1995 году. Мир в обмен на территории. Мирный договор. Гарантии в обмен на территории. Ну, вот. Но это, я пока так это больше прикидочно говорю. Ну, вот такой вариант быть может. Сейчас решается вопрос, допустим, вот сегодня сливы разные были, так, там Financial Times, другие, Reuters писали о том, что на саммите Большой Двадцатки в коммюнике внесут о том, что никто не заинтересован в расширении войны или превращении войны в широкую войну. Так, сейчас идут, причем вот если анализировать западную прессу и высказывания западных политиков, европейских, например, вот возьму только европейские политики. Значит, две точки зрения. Одна, Макрон, Шольц. Россия ослаблена. Война против России – это война не на уничтожение России, а на ослабление. И такие войны ведутся, войны ради мира. Война ради мирного договора. Вот теперь есть уже военная диспозиция на востоке Украины, на юге Украины. Она намного лучше для Украины, чем была до начала ноября, а если брать Харьков, то до начала сентября. Вот, за 2 месяца Украина отвоевала достаточно много территорий. Может, еще отвоюет. Ну, так они рассуждают. Вот на этом можно, скажем так, и остановиться, потому что Путин не уйдет. Россию ослабить невозможно. Точнее, уничтожить невозможно, ослабить она и так ослаблена. И вот готовое, скажем так, меню, или даже, ну, не меню, а пока только ингредиенты для меню, так, просто, скажем так, прикидка, сервировка, так, стола для того, чтобы переходить к дипломатии. Это называется, война ради мира. Такие войны часто велись, они велись не до победного конца, а так, война началась, давайте мирные переговоры, и для того, чтобы дальше не усугублять, какие-то компромиссы ищут, и новые там система безопасности, гарантии безопасности, ну и как бы дальше наступает уже мир,
как отсутствие войны. Но есть война на уничтожение. Это более, скажем так, длительная война, она более глубокая, и она предполагает не договоренность с врагом, а уничтожение врага. Для этого надо не только его разгромить военным путем, но и политически уничтожить, сменить политический режим и вообще других, скажем так, политиков, вместо новых политиков, вместо старых, проигравших и свергнувших, и которых свергнули, уже с новыми политиками договариваться о капитуляции, фактически де-факто капитуляции, там, контрибуции, репарации и тому подобное. Вот такую точку зрения выдвигают восточноевропейцы, так, и балты. Вот смотрите, сегодня заявление Макрона по переговорам, и сегодня, так сказать, параллельно заявление Ландсбергиса, министра иностранных дел Литвы. А посмотрите, они разные. То есть говорят, нет, Литва говорит литовцы, но это их голосом говорят поляки, балты. Нет. Война не может быть сегодня в настоящих условиях, не может быть мирных переговоров, не могут быть мирные переговоры. Надо Россию уничтожить, наказать, не просто заставить подписать какие-то условия, а наказать, уничтожить. И тогда только можно уже проводить переговоры с позиции силы Украины. Ну и фактически это будет означать, скажем так, не просто ослабление России, временно, все же понимают, что это временно, а капитуляция. Вот такие как бы это разные типы и характер войны. Вы меня спросили о характере войны, но в данном случае я не только о характере боевых действий, а как характер войны рассматривается сегодня на Западе. Я вижу, что американцы склоняются к западноевропейской позиции. Что Путин, понимаете, вот когда война на уничтожение, это означает что? Что это нелегитимный враг, нелегитимный. Вот когда война ведется ради мира, вот так, как не парадоксально это кажется, но это литература соответствующая, так, о философии, идеологии войны. Так, войны ведутся ради мира. Когда ваш враг легитимен, руководитель этой страны легитимный, поэтому вы их не уничтожаете, а вы их просто ослабляете или заставляете согласиться с теми или иными параметрами нового мирного договора и нового соотношения сил. А если для вас война на уничтожение, для вас политики, власти этой страны, военные и так далее, они нелегитимны, с ними никаких договоренностей, они уничтожаются или осуждаются как военные преступники. Ну так было с Гитлером. Сравните, как бы ситуация Первой мировой войны, Второй мировой войны. Это разные типы войны. Или там война 18 века и войны 20 века. Страну спонсора террористам Европа проголосует? Вот, что? В ближайшее время. Что? Страну спонсора террориста Европа Подождите, Европарламент может голосовать все, что угодно. Вопрос, мы знаем, что Соединенные Штаты Америки против признания России страной спонсором терроризма. На данном этапе они считают это нецелесообразным, потому что это только может загнать, как они считают, Россию в угол. И они считают, что Россию нельзя изолировать. Китай же тоже фактически это сказал, что Россию нельзя изолировать. Мы против ядерной войны, но мы за то, чтобы НАТО, Запад, США проводили, как там написано в этом коммюнике, всесторонний диалог с Российской Федерацией. Но тоже на позицию надо учитывать. Поэтому мы сразу, смотрите, когда приняли указом президента, введено в действие постановление Рады национальной безопасности и обороны Украины о том, что переговоры с Путиным не вести. Так или нет, помните? Месяца полтора назад. Вот это была позиция, принята позиция, ту, которую высказывают восточноевропейцы. Путин нелегитимен, это нелегитимный враг. Еще раз говорю, а есть легитимный враг. Почитайте Карла Шмидта, у него о легитимном враге. А вот новые войны, вот эти войны с террористами, так называемые войны, новые войны, гуманитарное вмешательство и так далее, они сразу врага или противника делают нелегитимным. Он сразу военный преступник, он криминализуется. Криминализация врага идет. Вот война с Россией не криминализуется. Нравится нам, не нравится, так, пока это так, пока, по крайней мере. Поэтому, кстати говоря, Салливан тоже порекомендовал, как-то это поменять.
вот это, ну, по моей информации, да, поменять вот эту формулировочку, все-таки, знаете, никогда не говори никогда. Может, придется с Путиным иметь дело, и, наверное, придется с Путиным иметь дело, по крайней мере, если не за одним столом, там где-нибудь в Стамбуле, то, по крайней мере, он остается как ну, глава государства России, пока ему замены нет. И все эти разговоры о том, что там кто-то его поменяет скоро, там, кого там, господи, мэр Москвы, кто там у нас, кто там сегодня, или там на Мишустина, или кого там еще, там, на Медведева, или на, господи, мэр Москвы выпал, ну ладно. Ну, Собянин, мэр Москвы. Собянин, все, да, не надо мне все знать, сейчас говорят о Пригожине. Ну, о, нет, Пригожин – это как бы аналог корпуса стражи исламских революций. Лично претарианская гвардия Путина для того, чтобы устрашать возможных конкурентов по смене власти, по транзиту власти. Вот и все. Закончится война, и вы посмотрите, где будет этот Пригожин. Ну вы что, он элита, его просто не допустит туда. И все. А Путин тоже же не такой как бы простой. Пригожин – это инструмент. Это понятно, что в такой ситуации некоторые люди вот, чувствуют, что можно попасть в такой супербольшой политический или элитный лифт, который тебя вознесет на небеса. Ну так он уже вознес, а мы видим да нет, вот эту военные, историю с кувалдой, то есть Саш, это не, достаточно странно. Ну то понятно, все кувалда и так далее, но это все несерьезно. Это полевой командир. Понимаете? Ну, Россия, она же, ну, не, по крайней мере, сегодня, ну, никакой же там, как бы, я не знаю, там, ИГИЛ. Ну, там, при всей нашей, скажем так, ненависти к агрессору и так далее. Ну, давайте все-таки, ну, не ИГИЛ, чтобы там полевые командиры или там какая-нибудь бандократия, так? Да, понятно, что еще люди еще те, так, и еще те политики, как говорится, так, но тем не менее, все-таки ансамбляж вот этот элитный в России, он намного сложнее. А это полевые командиры, которые выполняют чисто служебную функцию для того, чтобы накачивать патриотический, скажем так, допинг велитой. Так, там олигархов пугать, что они вот мало помогают. Вот. А в-третьих, кстати говоря, они как раз вот такие люди и могут нести угрозу Путину. Потому что Путин центрист, он всегда балансировал между разными центрами. Там державники, либералы, с другой стороны, системные, сислибы так называемые, патриоты, шовинисты, националисты, империалисты, кого там только нет. Потому что страна еще не оформлена ни как нация, ни как империя. Россия уже меньше, чем империя, но она больше, чем классическая нация-государство. В том-то и дело, что она больше нации, но меньше империи. В этом ее, скажем, дефект позиционирования и дефект культурной и государственной идентичности. Что сказывается во внешней политике, во внутренней политике и так далее. Так вот, Путину эти патриоты нужны только для того, чтобы уравновесить, скажем так, ну, как либералов, типа предателей, которые недостаточно проявляют свои патриотические чувства. Ну да, и больше ничего. Для того, чтобы удерживать баланс вот в этих условиях, когда действительно политический режим проседает. Он подсыпается немножко, штукатурочка осыпается. Ну, то есть да, решение и указ Путина о том, чтобы наградить жену Рамзана Кадырова матерью-героиней, это вот для баланса политического прежде всего. Ну, тоже, ну а почему нет? Ну, ради бога. Почему нет? Что, жалко? Ну да. Да награждайте и все. Награждайте, вот. Рожайте, да. Честно. Да, ну и все, ну ради бога. Это не жалко, тоже сигналы, это такие сигнальные вещи. Политика, она же тоже состоит из сигналов. Так, и все. Кому-то дали орден, кому-то нет. Кому-то дали орден, там, я не знаю, там, 3-й степени, кому-то 4-й степени. А почему 3-й? А почему не 4-й? Почему не 2-й? За каждым есть сигнал, и каждый, кто в этой крипте или в этих шрифтах, или в этой игре участвует, он всегда понимает эти все намеки, полунамеки, разного рода крипту, шифры, апокрифы разные и так далее. Которые особенно тогда, когда власть непрозрачна, когда нет открытой политики, когда все замыкается на одном, скажем так, абсолюте или царе,
или там монархи, или вожди, или начальники, от слова начало власти. Да, от Так? слова Вот, начала. или архе, так? Вот. Конечно, тогда все вот это ж вроде бы все, и телевизор, и социальные сети, и цифры, и так далее, но на самом деле политика носит закрытый дворцовый характер. Двор короля, свита короля, свита монарха и так далее. Вот это все. Поэтому все начинают, а что там тот сказал, а что этот сказал, а как где стали, а как это. Ну вот еще с советских времен там рассадку анализировали, или нам кто где стоит на мавзолее Ленина во время демонстраций. Кто ближе к генсеку, кто дальше, а почему тот там уже стоит намного дальше от генсека, чем стоял там полгода назад. Но вот это так делается политика, где она криптополитика, где она скрыта. Фактически она открыта, берите меня, мы открыты тут полностью, так сказать. Можете, все что угодно вам расскажут. Про Собчак, Чана, там, племянник, какое отношение там, Путину и так далее. Но на самом деле за вот этой вниманием к деталям, подробностям вот этой приватной, частной, скажем, жизни специально скрывают подробности именно общественно значимых событий. К чему? А политика это есть совокупность общественно необходимых и общественно значимых событий. Да, Вадим Карасев был моим собеседником. Вадим Юрьевич, спасибо вам большое за разговор. Спасибо. И вам, Александр. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайк под этим видео, напишите комментарий, что вы думаете о вышеуслышанном. Вадим Карасев будет отмечен как пользователь YouTube. Переходите, подписывайтесь, лайкайте, следите за эфирами, трансляциями и интервью. До новых встреч, увидимся.